Здравствуйте, добро пожаловать на Ламрим. Сегодня мы сделаем обзор всех основных идей, которые мы рассмотрели на этом Ламрим курсе. Я думаю, их 37 тем или 38, кажется, 37. Во всяком случае, очень близко к этому. И мы пройдемся я выбрал всего у нас примерно 80 классных идей, для которых мы подобрали картинки, и я выбрал около 16. И я выбрал эти картинки именно для этого, чтобы нам всем было легко повторить главные идеи, с которыми мы познакомились. Это что-то вроде медитации. Так что если вы собираетесь медитировать на весь этот курс, вы можете просмотреть картинки одну за другой и проверить себя. И это довольно интересно. Я заканчиваю писать курс, затем просматриваю фотографии и, если честно, не могу вспомнить, о чем каждая из них. Может быть 90%, а потом для нескольких из них я не помню, почему выбрал именно эти картинки, и тогда я напоминаю себе и потом уже не забываю. Поэтому я думаю, что это замечательный способ медитировать на основные моменты всего курса. Давайте протестируем себя, давайте просмотрим на 16 самых важных картинок, и мои друзья в этой комнате расскажут, о чем эти картинки. Привести в замешательство своих друзей – это отличная методика обучения. И тогда они никогда не забудут, как они сели в лужу на глазах у стольких людей. Вот почему мы проводим дебаты в монастыре. Я очень хорошо помню дебаты, которые я проиграл, а дебаты, которые я выиграл, не помню совсем. Хорошо, начнем. Первая картинка. Вы помните? Я вам подскажу. Это было связано с вирусом. Кто-нибудь помнит? Отправить вирус в центр Солнца. Да, хорошо, отправить вирус в центр Солнца. И я не помню разницу температур, но это удивительно. Это невероятно. В самом центре Солнца температура просто невероятно высокая. И идея состоит в бодхичитте, или видении бодхисаттвы, прыгающего с планеты на планету. Это миллиарды планет за несколько секунд. И встречающегося там каждое живое существо и заботящегося о каждом живом существе. Решение позаботиться о каждом живом существе – это так мощно, что даже COVID не способен этому противостоять. Если любая группа в мире проведет серьезное изучение бодхичитты, мы сможем легко уничтожить вирус. Это все равно, что отправить его в центр Солнца. Итак, первая картинка, которую я хочу, чтобы вы запомнили, это сила этого решения. Позаботиться обо всех живых существах во Вселенной. Хорошо, вторая картинка, мистер Патчи. Вы помните Lock, Kill, To Dumb? Что это значит? Да, название этой книги. Дар освобождения вложен в вашу ладонь. Но есть и другая ладонь в Писаниях, которая означает удерживать что-либо в качестве своей основной практики. Это моя основная практика. Кто-то спрашивает, над чем ты сейчас работаешь? О, я делаю свою главную практику. Что это за практика? Я пытаюсь понять видение бодхисаттвы. Итак, бодхичитта, которую мне нравится называть видением бодхисаттвы, это главное, на чем я сосредотачиваюсь. Это моя основная практика, на которой я фокусируюсь. Поэтому он говорит, положи это в свою ладонь. Это значит, сохрани это. Мир всех людей в мире и во всей Вселенной. Это должно быть вашей основной практикой. И тогда вы на правильном пути. Хорошо, третья картинка, мистер Патчи. Я очень люблю эту фотографию. Вам нужно найти свою собственную. Найдите фотографию со своей мамой, и пусть она будет у вас для этого курса. Найдите красивую фотографию с мамой. И очень важно, чтобы в течение всего этого курса вы постоянно возвращались к этому единственному человеку в своей жизни, который заботился о вас.
Это очень важно, продолжать возвращаться к ней. И я скажу вам, что в первый момент, когда увидела эту фотографию недавно, я не смотрю на нее постоянно. Я думаю, о, да, это моя мама. Но потом, если вы будете смотреть на эту фотографию каждый день, то я думаю, вы обязательно подумайте о прошлом и осознаете, сколько мужества и любви она вложила в заботу о вас. И у моей мамы было много трудностей, 4 сыновей, без мужа, и ей было очень-очень трудно. Так что я думаю, это, наверное, самая важная картинка для этой семишаговой практики достижения состояния ума бодхисаттвы. Важно сохранить фотографию своей мамы рядом и постоянно думать о ней во время этого курса. И тогда вы не забудете, что цель этого курса — осознать, что каждый человек рядом с вами сделал то же самое для вас. Хорошо, следующая картинка. Кажется, это неправильная картинка. Вы, ребята, уверены, что это следующая? Я думаю, должен был Хармакирти. О нет, верно, все правильно. Ладно, извините. Да, это было доказательство Дharmakirti. Я ожидал, что будет изображение Дharmakirti, но это подойдет. Мы отступили немного от текста, потому что Пабонка Римпоче процитировал Дharmakirti. И я думаю, он хотел, чтобы мы отклонились немного, потому что он оборвал цитату посередине. И когда цитату разбивает пополам, она означает обратное тому, что она должна означать. В конце фразы есть слово «нет», которое он не включил. Итак, это не значит, что Ван По, ясность чувства ребенка, жизнь ребенка, и Ерпак Чен, индивидуальность, Паул подсказал мне это слово, уникальная личность Майтри этого ребенка. У него есть своя индивидуальность, и могут быть близнецы, рожденные в одно и то же время. У психологов с этим проблемы, потому что они хотят сказать, что все дело в том, что их мама пила молочный коктейль, их мама на самом деле ела острый перец чили на 3-м месяце, и вот почему ребенок такой злой. Но у них возникли трудности с близнецами. В этом случае они вынуждены сказать, что перец чили достался одному близнецу, а второму не достался. И это безумие. Да, дети входят в эту жизнь, имея определенную индивидуальность. И их органы чувств отображают жизнь. У них есть жизнь. Индивидуальность не происходит из их кожи. Их индивидуальность не происходит из химических элементов, потому что если бы это происходило из химических элементов, то каждый раз, когда вы соединяетесь эти химические элементы в бутылке, у вас должна быть появиться майтри. Но этого не происходит. Дети — это не просто результат взаимодействия химических элементов. Конечно, они влияют на детей, но тем, кем они являются, происходит из аналогичной причины в прошлом. Ум может быть только результатом ума. Что было первым? Курица или яйцо? Да. Да, каждому яйцу нужна курица, и каждой курице нужно яйцо. Поэтому, если вы просто пытаетесь доказать, что вы были живы на 10 минут до того, как ваша мама и папа занялись сексом, и яйцеклетка была оплодотворена сперматозоидом, если вы можете просто заставить свое сознание вернуться на 10 минут назад, от того момента, вы должны сказать, что были живы, что-то было живым, что-то осознавало. Вот что вы должны сказать. Если вы сможете отодвинуть назад на эти 10 минут, значит, все были вашей матерью. Тогда это совершенно логично. Тогда вы уже в ловушке. Шах и мат. Вы жили 10 минут назад. Да, ладно, тогда все были вашей мамой. Доказано. Для этого не нужно быть гением. Хорошо, следующая картинка. Вы помните эту? Там был акцент на местоположении, помните?
Да, если у вас было бесчисленное количество рождений, тогда вы появлялись или вы рождались в каждом квадратном метре Вселенной. Бесчисленное количество раз, миллиарды раз. Это довольно увлекательно. Мне нравится ходить по пустыне, искать камни. В Алмазной горе очень сложно найти большой камень. Ты просто гуляешь, находишь камень и говоришь: «Я рождался рядом с этим камнем миллиарды и миллиарды раз». Но это не единственный камень где-то в пустыне. Я был рожден рядом с этим камнем миллиарды раз. И тогда вы начинаете осознавать, сколько раз это было на самом деле. Это очень трудно. Легко разбрасываться такими словами, как бесчисленный. В буддизме мы становимся ленивыми. Сколько жизней вы живете? Бесчисленное количество жизней. Да, но что это значит на самом деле? Это значит, что вы рождались повсюду миллиарды раз. В каждой стране, на каждом языке, в каждом мире, на каждой планете, на каждой звезде. Миллиарды раз. Попробуйте думать именно так. Мне нравится ездить в Алмазную гору, выходить при черной луне в день Ямантаки и смотреть на небо, на Млечный Путь. Этим утром я слушал песню Стива Уандера «Лента в небе». Я такой: «Вероника, что это за лента в небе? Может быть, это Млечный Путь?» И миллиарды звезд. Я помню китаянку из Шанхая. Я там преподавал в Шанхае. Мне сказали не выходить наружу, оставаться в отеле и не выходить на улицу. Я такой: «Почему?» И они сказали: «Выгляните в окно». Я посмотрел в сторону отеля, его другая часть находилась примерно в 50 метрах. Ее было совсем не видно. Настолько сильным было загрязнение, и они сказали: «Не выходите на улицу». Я такой: «Ого, это странно. Нельзя выходить на улицу». А потом одна дама из Китая сказала мне: «Вы знаете, я приезжала в Алмазную гору, я видела Млечный Путь, я видела все звезды, и могу я задать вам вопрос?» «Да, какой?» «Появятся ли эти звезды завтра, или это только сегодня вечером? Будут ли эти звезды завтра?» Я такой: «Они у нас каждый вечер». Она такая: «Ух ты, я думала, что это бывает только раз в год». Посмотрите на эти миллиарды звезд и подумайте о том, что вы были на каждой из них миллиарды раз. Мне так нравится играть в эту игру с самим собой. Я выхожу. Есть такое приложение, как оно называется? Sky или как-то там, так? Skyguide, небесный путеводитель или что-то в этом роде. Как он называется? Skyguide. Загрузите его на телефон, это потрясающе. Приложение сообщит вам, как называется та или иная звезда. Мне нравится играть со своим небесным путеводителем и выбирать следующую звезду, на которой я хотел бы родиться в следующей жизни. Я спрашиваю, куда я пойду потом. Это очень круто. Хорошо. Нет такого места, где бы мы не рождались. Следующая картинка, ребята. Вы помните, что это за история? Ну же. Я подскажу, здесь был замешан волк. История женщины, которая страдает. Голубой лотос. Утпала. Утпала Варман. Лотос голубого цвета. И это ужасная история об этой невероятной монахине, которая стала архатом после того, как ее лично поприветствовал Будда, который встал, когда она вошла в сад, и предложил ей стать монахиней после того, как у нее умерли все дети. Умерли родители, умерли мужья. И после того, как ее похоронили заживо 2 или 3 раза. В чем смысл этой истории? Почему эта история попала в книгу? Чтобы понять свою прошлую жизнь. Да, наступит день, когда вы увидите свою прошлую жизнь. Настанет день, когда вы сможете ясно увидеть, что все были вашей мамой. Но прямо сейчас это можно сделать с помощью логики.
Но наступит день, когда вы просто посмотрите вокруг и подумаете: о боже, все они были моей мамой. Я помню, что они делали. Я помню свой 10-й день рождения с ней. Я помню свой 6-й день рождения с ней. Я помню, как он пнул меня, когда я был ребенком. И вы сможете увидеть всех своих прошлых мам. Так что эта история была очень важной. Был такой аргумент, что не думайте, что только потому, что сейчас вы не сможете осознать, что кто-то был вашей матерью раньше, что он или она никогда не были вашей матерью, потому что смена жизни и смерти закрывает, заслоняет реальность того, что каждый был нашей мамой бесчисленное количество раз. Вы умирали столько много раз, что вы бы забыли. Следующая картинка. Это довольно сложное. Если хотите выиграть $50, вы должны соотнести это с другим предметом одежды. Это связано с монашеской накидкой? Да, отлично. Это было связано с монашеской накидкой. И Бабонка приводит аргументы. Грязная накидка, не так ли? Просто потому, что на моей накидке есть дырки, не доказывает, что она не была целой с самого начала. Да, что это не та самая накидка, которую я купил на рынке в прошлом году. Да, она выглядит по-другому, она немного потрепана. В английском языке у нас есть такая идиома «видавшие виды». Это значит, что моя накидка выглядит так, как будто ее 100 раз потрепали. Это довольно забавная аналогия. Да, ты будешь сталкиваться с людьми, которые похожи на эти накидки и потрепаны жизнью 100 раз, но все же они были твоей молодой красивой мамой. Они ничем не отличаются от молодой красивой мамы на фотографии Гешела, когда он был маленьким ребенком. Дырки на моей монашеской накидке мне доказывают, что это не та же самая шаль, которую я купил на рынке в прошлом году. Просто потому, что живые существа вокруг вас, являющиеся вашими матерями, выглядят немного потрепанными, это не значит, что они не были той молодой мамой, которая родила вас в прошлой жизни. Это та же самая мама, только с дырками. Но если в ней есть дырки, что это? Это значит, что это не та же самая мама. Следующая картинка. Что это за картинка? Что это за событие? Это японский танец на ламриме. Да, это ретрит по ламриму на Бали 2019 года. Почему мы показываем это здесь? Я дам вам первую часть логического утверждения. Это логическое утверждение. Если бы ваша мама не была так искусна в спасении вашей задницы по 1000 раз за день, вы бы не сидели здесь и не слушали ламрим. Что самое лучшее для вас сделала ваша мама? Кормила вас детским питанием, давала вам молоко, спасала вас от падения со стола? Нет, она привела вас сюда. Так что, может быть, она хорошая, может быть, она хороший человек. Благодаря ей вы попали на ламрим. И это самое лучшее, что она для вас сделала. Мне нравится эта фотография с ламрим, потому что она такая радостная. И мама привела вас туда. Те из вас, кто был там, это было прекрасно. Видеть, как все ваши друзья исполняют свои традиционные танцы из многих стран. И ваша мама привела вас сюда. Это лучшее, что она когда-либо сделала. Следующее. Расскажите мне всю историю. Я не хочу рассказывать эту историю. Кто это сделает? Пачи? Громко, чтобы все слышали. Это история о бездомных монгольских детях, о диких детях. Не принимайте как должное, и они живут в канализации. Если ваша мама не трудилась так усердно, вы бы были бы диким животным. Вы просто остались бы диким животным. Это не так, что вы от природы цивилизованы, вовсе нет. Ваша мама делает вас цивилизованными. Если у вас нет мамы, как у детей в Монголии, которые живут в канализации, то вы не сможете говорить на человеческом языке. Они не понимают человеческого языка. Они бегают голышом и кусают туристов, которые не отдают им свой кошелек. Вы были бы такими же, вы были бы такими же. Без мамы вы были бы диким животным.
И вы, и вы были бы такими же. Так что подумайте об этом. Разница между вами и диким животным — это ваша мама. И я думаю, особенно потому, что она дает нам дар речи, обучает нас говорить. Мы не всегда им пользуемся наилучшим образом, но это необыкновенный дар. Хорошо, следующая картинка. Кто-нибудь расскажет мне всю историю за $0, если ваша мама ударит вас. Например, под действием медикаментов. Допустим, ваша мама случайно приняла лишнюю дозу лекарства, и она просто стала немного агрессивной. Она не узнает вас, когда вы заходите в комнату. Вы ведь не будете в нее стрелять. Вы попытаетесь просто утихомирить ее. Это ответ на вопрос, который люди задают буддистам. Ты соблюдаешь ахинсу? У тебя есть ахинса? Вы не проявляете насилие? Нет. А если кто-нибудь набросил на вас ножом, и у вас есть пистолет, вы не будете в него стрелять? А вы отвечаете «нет». И они спрашивают, почему? Ну а вы бы застрелили собственную мать, если бы она набросилась на вас ножом. Но моя мама не будет нападать на меня с ножом. Да, но если ваша мать временно сошла с ума, потому что она случайно приняла какие-то медикаменты, и она была бы не в себе, и она думала, что вы вор, и она набросилась бы на вас кухонным ножом, и она собиралась убить вас, что бы вы тогда... вы бы тогда застрелили ее, а вы такой, вы знаете, я бы не стал стрелять в нее. Я бы просто схватил ее и попробовал бы сбить ее с ног и забрать у нее нож. А вы бы сделали это, если бы знали, что она сильно порежет вас. И тогда, если вы хороший сын или дочь, вы скажете, да, я бы позволил ей сильно порезать меня, вместо того, чтобы стрелять в нее. И в этом и заключается идея, что люди вокруг нас временно безумны. Они делают глупые, жестокие вещи по отношению к нам, но это не значит, что это дает вам право причинить им боль, потому что они ваша мама, и вы бы не поступили так со своей мамой. Если вы хороший ребенок, вы не станете стрелять из пистолета в свою маму. Даже если она пытается убить вас, вы найдете способ попытаться остановить ее. И это относится к странам, которые нападают на вашу страну и тому подобное. Другие страны, которые угрожают вашей стране, есть ли способ их приостановить или остановить, не причиняя вред? И потом, когда мы ведем переговоры с другими сторонами, и мы разрешаем международные конфликты, и мы должны помнить, что они были нашей мамой. Хорошо, следующее. Кто скажет, что это такое? 6 совершенств. Отлично, это 6. Подождите, кто это написал? Я вам подскажу, там его фотография. Это Ария Нагарджуна. Нагарджуна написал это. И прошел через 6 совершенств, и он сказал, вот корреляции. Вот 6 корреляций. Вы хотите заработать деньги? Можно оставить картинку. Извините, Пачи. Если вы будете щедры к людям, вы станете богатым. Если вы не причиняете вреда другим людям, вы всегда будете счастливы. Если вы хотите быть красивым, то не расстраивайте людей. Если вы будете с радостным усердием выполнять свою практику дхармы, тогда люди действительно признают вас лидером. Люди примут вас как лидера. И если вы регулярно медитируете, даже если медитация плохая, вы будете спокойны. Потому что это карма, это не успех медитации. Дело в том, что вы пытались медитировать. И если вы попытаетесь вспомнить, что все происходит из ваших семян, тогда в конце концов вы освободитесь от страданий. Кристина, почему я вставил это в эту часть Ламрима? Пабонка не включал это в эту часть Ламрима. Но ему следовало это сделать. Это было потому, что Чандракирти задал этот вопрос позже о том, как вы достигнете бодхичитты. Может быть,
Вы можете сделать это, или вы можете просто любить, а затем достичь всех. Да, там есть последняя строчка. Кирпа Сарварта Сатвани. Вы можете выполнить эти 6 совершенств или просто любить людей. И он несколько раз повторил, что случайные проявления любви в течение нескольких минут, в течение дня стоят всех 6 совершенств. Сарварта Сатвани. Вы можете достичь всех своих целей. Какова корреляция для любви? Все. Все. Будьте щедры, вы получите деньги. Да, я понял это. Не причиняй людям вреда, ты будешь счастлив. Это понятно. Будь терпеливым, и ты будешь красивым. Да, я понял это. Я имею в виду, я хотел бы сделать это, но если вы любите людей даже в течение нескольких минут, тогда вы сможете получить все. Тогда корреляция — это все. Это довод в пользу бодхичитты, и особенно для сострадания. Хорошо, следующая картинка. Мне лично не по себе от того, что слово бодхичитта часто используется, особенно когда люди неправильно его пишут с буквой «С». Это не то, как произносится слово, это техническая транслитерация. Не пишите бодхичитту с буквой «С» в английском. Это ча. Пожалуйста, не говорите бодхичитта. В любом случае, это слово создает дискомфорт. Потому что это кажется чужим. У тебя есть бодхичитта? Надеюсь, что нет. Я сделал прививки. Нет, это хорошая вещь, да. И что же это такое? Так что же это такое? Вы должны представить, что сидите в медитации в своей гостиной и перемещаетесь между миллиардами планет в течение 20 минут. Вы должны представить, что сидите на подушке для медитации в вашей гостиной и в реальности ходите по миллиардам планет. Шагаете с планеты на планету по миллиардам планет и лично встречаетесь с каждым живым существом на каждой планете, с каждым жуком, с каждой птицей, с каждой рыбой, и обещаете им, что вы позаботитесь о них. Вы должны представить, что вы переживаете такой опыт, и если у вас есть такой опыт, тогда остальная часть вашей жизни будет легкой. Тогда вся жизнь остальная будет до смешного легкой. Если у вас просто есть этот 10-20-минутный опыт, тогда не имеет значения, что произойдет до конца вашей жизни. Вы необычайно счастливы. И это бодхичитта. Пожалуйста, не думайте, что это какая-то странная буддийская штука. Это не так. Это странно, да. Это необычно, да. Это опыт, о котором вас не учили в университете. Да. И это самый прекрасный опыт, который только может испытать человек. И вы его никогда не забудете. После этого вся ваша жизнь будет иметь ясную цель. Вы знаете, что вам нужно делать в этом мире. И это очень-очень расслабляет и успокаивает. Вы знаете, в чем заключается ваша работа? Сейчас мы меняем структуру одной из наших компаний, и люди спрашивают, какая у меня работа, в чем заключается моя работа? Я сказала, не волнуйтесь, я напишу вашу работу. И как только вы напишите должность на листе бумаги и вручите эту бумагу им и скажете, вот такая работа, и они читают такие, в конце интервью я говорю, вот твоя визитная карточка. Они такие, ого, у меня есть должность, вот кто я, вице-президент по управлению. Теперь у меня есть титул. И суть в том, что вы получаете визитную карточку Бодхисаттвы, там написано Тим Левенхау Бодхисаттва. А потом вы, ах да, теперь я знаю, кто я такой. Теперь я знаю, на какую компанию и работаю, и я знаю, какая у меня позиция. У меня есть должность. И это прекрасное чувство. Это ваше жизненное кредо. Хорошо. Следующее. Поэтому, пожалуйста, не думайте об бодхичитте как о какой-то незначительной буддийской вещи с санскритским названием. Это опыт на всю жизнь. Опыт, который бывает раз в жизни. Хорошо, продолжим. Кто это объяснит? Это было очень давно.
Нет никакой разницы между овцой, которая будет убита сегодня, и овцой, которая пасется на пастбище и наслаждается травой. Yeah, good, good. Да, хорошо, хорошо. Они все одинаково закончат. И то же самое происходит здесь, в кафе «Персиковое дерево». Люди наслаждаются, они завтракают, но в конце концов мы все направляемся в Yeah, одно и то же cool. место. Мы Each все of these находимся в одном people, самолете. each Да, of отлично. each Каждый из person этих here людей, каждый is человек laying здесь in a лежит на hospital bed, больничной койке, делая последние taking their вдохи last few после breaths неудачной after борьбы с a раком. failed fight with cancer. I always think it's so funny to say, Я after a всегда brave считал battle with забавным, что cancer. они Come on, говорят, после смелой battles with борьбы cancer с are always раком. one-sided. You know, you Ну die. ладно, Okay. битвы с раком всегда Okay. односторонние. So Ты each person умираешь. here Каждый человек who's здесь, eating который the ест famous знаменитую cinnamon булочку roll с корицей at the Peachtree в Cafe, кафе «Персиковое they're дерево», as good as a они person такие же, dying как in a человек, hospital. умирающий в They just look больнице. different. Okay. Они просто So then, выглядят по-другому. and then И don't не забывайте, forget что they они have были been our нашей mom. мамой, So we have to take care of them. We should try to help them. поэтому мы должны All позаботиться о right, них, и мы next должны picture. попытаться помочь им. Хорошо, следующая Somebody картинка. tell me why this Кто-нибудь, picture is скажите the same as мне, the last one. почему эта фотография такая же, как и предыдущая? Потому что они молодые люди, они энергичные, живые, и все для них складывается Yeah, удачно, но они they're также also умрут. laying in the bed in the Да, hospital, они также лежат на breathing their кровати в last breath, больничной палате, except they have a испуская worse свой последний disadvantage. вздох, только у них есть худший недостаток The excitement of life, – восторг жизни. they're Они doing small bad совершают things маленькие to get this плохие new house and вещи, to get this nice чтобы job and to buy that получить nice этот shirt новый and that дом и nice dress. получить эту хорошую работу и They're купить not эту красивую рубашку, cruel это people. красивое They платье. didn't Они не put people in the жестокие gas люди, chamber. они не They're not отправляли like that. людей в газовую They are камеру или что-то normal в этом people. роде. Они не They are doing такие. small Они обычные люди. things Они совершают to ignore мелкие other people проступки, and to hurt other people. They're игнорируя not bad других people, людей и but they причиняя are им боль. constantly Они не collecting плохие small люди, но seeds они постоянно that will накапливают маленькие multiply семена, and bring them huge которые suffering later. будут These приумножаться и people are принесут им suffering огромные as much страдания. Эти as люди a страдают 90-year-old не woman меньше, чем 90-летняя on the женщина на resuscitation, реаниматоре, на кислороде, on oxygen in the умирающая в hospital, больнице. dying. These Это people are люди the same. такие же, на In самом fact, деле these это people люди are хуже, worse потому что они because накапливают карму, чтобы they're оказаться на этой collecting karma больничной to койке be in that 1000 hospital bed раз 1,000 times. во время In этих this real estate переговоров о interview, покупке недвижимости, during this во real время estate этого interview. интервью по недвижимости. Okay. All right, next. Хорошо, Got two следующее. more to go. Осталось еще And this две. is called set, and Tim's gonna explain it. И это Set. называется Ц, и Тим объяснит нам это Ц. Talk loud, talk loud. Говори громче. Женщина дома завтракает, но ее дочь, ее ребенок в больнице, она больна, и она не может думать ни о чем другом, кроме своей больной дочери. И вот она Ц, означает измерять. Она знает, что у нее есть что-то, но не могут вспомнить, что именно. How do we know when we got to Как мы узнаем, когда у нас есть, compassion? как мы узнаем, когда у нас появится we know? любовь, сострадание? Okay. If I Как ask мы you, узнаем? Хорошо, если what я did вас Pablo спрошу, Rinpoche- what did что Pablo сказал Rinpoche Пабонка say Ринпоче, что является is the признаком sign того, что that you have reached the вы goal достигли of цели developing compassion? развития сострадания, личная ответственность, Or even while you're или you даже can't когда stop thinking ты about it. Mainly только об it's этом that думаешь. you can't Да, stop ты не thinking about it можешь any перестать more думать than a об mom этом. could В stop основном это thinking так. Ты не about her можешь daughter перестать думать who об is in этом. the Ты же hospital как after a bad car мама не accident можешь the night перестать думать о своей дочери, I которая have a находится в friend who больнице had a после lung тяжелой operation автомобильной аварии, in the last week произошедшей or two. накануне вечером. У меня есть They друг, cut out которому half of сделали one of his операцию на lungs, легкие неделю или две назад. and Они he's вырезали ему young, половину he's одного very легкого. successful, Он молод, he's он очень handsome, успешен, он he's красивый, kind, he has two beautiful он kids, добрый. У него and to двое talk to his прекрасных wife детей, и during that если day поговорить с that he was женой getting his в lung тот cut out, день, когда ему вырезали легкое, she то wasn't она thinking больше about ни, anything то else. она She wasn't больше ни о like, чем и не Kesla, думала. how's the weather in Sedona? Она не She, спрашивает, Бешева, как там she's погода в like only Сидоне? focused on one thing. Она была That's the сосредоточена только measure на одном, say и that это и you есть have та мера compassion. Ц. When you're thinking like that all the time. Что Like, у I don't вас know есть if you can enjoy сострадание? coffee. Когда вы Probably думаете так if you're постоянно, я не знаю, super можете ли вы наслаждать кофе, наверное, meditator, you can если have вы coffee and супермедитатор. worry about people at the same time. Вы можете пить кофе и Okay, we быть got one more to беспокоиться go, о людях and Pachi одновременно. offered Хорошо, to у нас explain осталась it еще одна картинка, и Пачи loud, предложил okay?
объяснить ее громко, хорошо? Она берет на себя личную ответственность. I, Да. by the way, usually when they explain it, they do it this way. Кстати, обычно, когда они это Look, объясняют, они делают это таким образом. I'm Смотри, gonna take responsibility that plastic я doesn't собираюсь spread in the взять на world. себя ответственность за Me то, and что Dee were пластик не распространяется в eating мире. samba this Мы morning, с Ви сегодня утром and ели we got it цампу, from Tibet, and которую it нам comes in a привезли из cloth bag. Тибета. And V Ее was like, доставили в "Wow, we тканевом can wash this мешочке, and и Ви use it again." I'm сказала, like, "Duh." супер, мы можем постирать ее And и использовать and then снова. she said, Я "Probably такая, people ну used to да. do that." I'm А like, потом она "Yeah, сказала, I guess наверное, so." люди раньше так You know, делали. Я you такой, just да, wash the bag наверное. again, and then you put more samba in Вы it. просто So снова if стираете you мешочек, а decide, потом кладете в него еще I won't цампы. use plastic. Так We что were talking если about вы our friend решите, Anjali. я не буду использовать She пластик, мы говорим decided о нашей to подруге be Анджали, careful она with решила быть packaging. осмотрительной с And упаковкой. she puts all her Весь ее garbage in мусор this за box неделю like this every помещается в week. такую же коробку, You know, we have а у 24 нас есть bags of stuff. 24 мешка с And мусором. if we just decide each person, И если мы you know, просто I don't know what the rest of the world's gonna примем do. решение, каждый человек, и You know, неважно, что будет I делать know весь they're остальной driving мир, these big я trucks знаю, and люди using ездят на gas. этих They don't have to больших use it. пикапах I know и используют they're бензин, throwing который away all kinds of им не plastic обязательно everywhere. использовать. Я знаю, что люди ежеминутно But I выбрасывают все виды personally пластика, have made a но decision я лично that принял I решение, что я will буду собирать pick up мусор, garbage that I который see вижу on на the road. дороге, I will или be я the буду one тем, кто тихо who собирает picks up the мусор и garbage выбрасывает его в quietly урну за and всех throws it остальных. in the И это garbage тихое, can скромное, for личное everybody решение, else. которое And вы принимаете, that's a чтобы служить quiet, другим людям, даже если modest, они не знают, и служить personal будущему decision that you поколению. Я make позабочусь об to этом. serve Я other буду тем people, even if единственным. they Я don't know, начну. Я позабочусь о and будущих serve future поколениях. Я generations. позабочусь об But I этом will мире. take Я care. I'll be исполню the свою one. маленькую роль, I'll чтобы start. передать этот мир I'll take care of следующему personal поколению немного future чище. generations. You know, Или and что-то в этом I роде. will take care of this world. I Или will do my little что-то part вроде to личной pass this ответственности. world on to the next generation a little cleaner, or some kind of personal responsibility like that. So that's the sixth step of developing Итак, это bodhicitta. And шестой the шаг next в развитии course бодхичитты. we're gonna И go затем в into следующем what does it курсе feel like мы when перейдем you к hit тому, number на seven, что which это is a похоже. result, Когда famous вы result of the достигаете first шага six. номер Okay, 7, so который является next известным course we'll be результатом going первых into 6. Поэтому в into следующем what does курсе it мы feel like поговорим when о you get том, there. каково это, когда Okay, вы I'd туда like to thank попадете. Tim Хорошо? Lawhell for working Я so хотел бы hard, поблагодарить Тима and Левенхаупта за его усердную работу. he works Он all работает day, all night. He весь actually, день и всю his ночь. work for Его the работа по to управлению support отелями в his этом work to городе run these hotels in this town оплачивает pays мою my работу. salary, Спасибо thanks for тебе him, за это. and a lot of other people's И livelihood. поддерживает многих And других because of людей. him, I have a И refrigerator, благодаря etc. ему у меня есть And холодильник и так далее. then he also took Он responsibility также взял на to себя produce ответственность these за lamrims. проведение And I ламрим think the курсов. greatest achievement he И did я думаю, что самым was большим that его he достижением attracted. было то, He is что он привлек. a nice Он хороший person, человек. and he has attracted many И он volunteers привлек around the world to много-много help волонтеров по всему миру, because he's such a nice person. потому что он Thank you очень for that. хороший человек. And thank you, Pachi and Так Pao, что for спасибо тебе flying за out это. from И Mexico спасибо to вам, run all Пачи и this Пао, за то, equipment что вы because прилетели из Grandpa Мексики, чтобы in помочь со 1000 всем этим years could never оборудованием, run this потому что equipment. дедушка даже через And 1000 лет не Venerable смог бы Gyaltsen, управлять thank you for этим driving. оборудованием. Преподобный Гялси, Venerable благодарю Connie, тебя за thank you алмазную for гору. YSI and Преподобный keeping us Кони, healthy спасибо тебе за and ЕСА, keeping us Институт going. изучения And йоги, Christina за то, Kasika, что вы thank you поддерживаете for наше здоровье quietly, и поддерживаете anonymously нас. Кристина taking Касика, care of all our спасибо тебе needs. за то, что незаметно, без It's very лишних слов graceful and заботишься обо very всех elegant. наших Thank you for потребностях. that. Ты это Okay, делаешь and очень thank you, изящно, Venerable элегантно. Jigme, for Спасибо тебе driving за me это. Хорошо. around И спасибо so тебе, I could get from преподобный London to Джигме, Egypt. за то, что подвозила Okay, меня, see и you мне guys была at the next возможность one. работать на лавриме машине. Увидимся на следующем лавриме.